Маяк. Самая первая локация в старых версиях игры, где просыпался наш главный герой, была вырезана из игры и была заменена на никель. Также вырезали и локацию руины Киркинесса. Это маленький норвежский город возле маяка. Вторая локация, которую посещал наш главный герой. О нем и о других городах я говорил на отдельную тему в своем видеоролике. Начало игры проходило на Кольском полуострове в Мурманской области. Сам маяк располагался на еще малом полуострове, причем маяк находился в другой стране. А как же так? Я сейчас вам все объясню. На Google картах я нашел тот самый полуостров, на котором располагался маяк. Ничего особенного там нет. Пустая земля, скалы и озера. Там нету ни городов, ни сел. И никаких либо объектов, в особенности маяки. Желтая точка – это там, где должен находиться маяк. Стоит сказать, что на противоположном берегу залива, на котором располагается этот полуостров, находится город Ланабукт. Маленькая норвежская деревня. Там нет никакого маяка. Я, возможно, вас удивлю, но маяк и полуостров, на котором он находится, располагается на территории Норвегии. То есть наш главный герой просыпался не на территории Советского Союза. И только после того, как он обыскал Киркинесс, он пересекает границу двух стран и доходит до никеля. Я пытался найти в интернете какую-нибудь информацию о передаче, например, земель Советского Союза Норвегии, или что-то связанное с территориями, но я ничего так и не нашел на эту тему. В старых версиях игры мы находили сломанный пистолет, в более новых он был уже не сломан и даже имел патроны. В старых сюжетных квестах наш главный герой говорил, что он хотел застрелиться. Исходя из этого, можно предположить, что наш главный герой хотел застрелиться, но пуля прошла на вылет, и наш главный герой впал в кому. Ясно, что в кратковременную, возможно, она длилась сутки или больше, ибо за долгое время наш главный герой просто бы умер. Или же, возможно, о нем кто-то заботился, можно и это предположить. Итогом этой кратковременной комы стало то, что наш главный герой впал в тяжелую форму амнезии, в ходе которой он забыл все важные события и своей жизни, и из страны. Начало войны, призыв на фронт, расставание с семьей и о ее существовании. И, возможно, даже о своем имени. Замечали такое, что наш главный герой за все прохождение никак не называл себя, а все остальные его называли «выживший», «путник», «странник» и так далее. Да и Саша называет его только «папочка». Ведь Саша помнила его только с детства и редко его видела. Ей было неприятно его видеть, и было, конечно же, омерзительно вспоминать его имя. Да и просто не хотела. Помимо пистолета, в маяке можно было найти и дневник смотрителя. А тут поинтересней. Расскажу краткий пересказ. В нем говорится, как смотритель был отрезан от всего мира. После скачка электроэнергии он был обесточен. И маяк он заправлял дизелем, а сам питался едой в запасе. Когда к августу все кончилось, он решил выйти в Киркинесс. Он еще не знал о войне. И думал, что это какая-то авария, и что, придя в Киркинесс, он найдет объяснение. Больше нам его история неизвестна. И тут у меня есть несколько теорий. Первая. Наш главный герой и есть смотритель этого маяка. После расставания с женой он уехал в Мурманскую область. Возможно, там у него была семья. Возможно, он сам захотел. Находясь там, ему дали работу смотрителя маяка. После ядерной бомбардировки он был отрезан от всего мира. Выйдя в Киркинесс, он увидел руины и трупы. После этого он набрал ресурсов с этого города и выживал на маяке целых несколько лет, с надеждой вернуться домой к семье или хотя бы увидеть людей. Но он не выдержал всего этого и хотел застрелиться. Но, как вы поняли, неудачно. Есть и вторая теория. Наш главный герой где-то был вблизи маяка, где-нибудь возле Киркинесса. Или же наш главный герой сам дошел до туда, не зная об этом. Смотритель увидел его и спас. Они вместе выживали на этом маяке. Но в какой-то момент смотритель отправился в Киркинесс и больше не вернулся. Нашего главного героя пожирало одиночество и безнадежность. Ну и конец вы поняли. Мне эта теория больше нравится, и у нее даже есть доказательства.
Я думаю, вы слышали о том, что в файлах игры есть изображение нашего главного героя и как он идет к маяку, который работает. Это только начало войны. Его призвали и отправили на Северный фронт. Он был контужен, он был ранен, он был потерян. И вдали он видел свет маяка, рабочего маяка, свою надежду. Как уже говорилось в дневниках, маяк отапливался с помощью запасов дизеля. Так что, возможно, разработчики раскроют нам историю маяка, историю смотрителя и как наш главный герой оказался в Мурманской области. Ну, разумеется, не учитывая старые версии, где говорилось, что его отправили на фронт и бла-бла-бла. Так что хорош ныть о том, что разработчики только ностальгируют и ничего такого не будет. Они просто так рисовать не будут. Значит, лор игры пополнится новой историей и новыми персонажами. Но это только теории. Возможно, на деле все будет намного скучнее. Или же лучше. Остается только ждать. Я бы закончил этот видеоролик, но у меня есть еще одни теории. В файлах игры эти изображения подписаны как «Смерть». Сейчас я все объясню. Возможно, при обновлении изменят и сюжет игры, в котором в конце наш главный герой может и умереть. И тут маяк символизирует как вход, или же свет в конце туннеля. Маяк – это символ помощи, трудолюбия и чего-то светлого, что подсказывает путь, верный путь. Он символизирует надежду и добро в этом мире, а также символизирует и одиночество. Возможно, дойдя до маяка, наш главный герой обретет покой. И может, это будет символизировать какую-нибудь концовку. Хорошая, нейтральная и тому подобное. Следующая теория. Это теория о том, что это лишь галлюцинации, видения или же сон. Они тоже могут что-то символизировать. Например, во сне наш главный герой видит маяк, который может символизировать что-нибудь. Как о том, что его ждет что-нибудь светлое, или же он найдет правильный путь. Тьфу, говорю как бабка какая-то. Ну или же это галлюцинации, во время того, как наш главный герой объелся грибов. Ну а на этом теории заканчиваются. Подведем итоги. Мы построили несколько теорий, как разработчики преподнесут маяк в игру. История маяка и смотрителя. Или же наш главный герой есть смотритель. Конец игры с грустным финалом. Или, возможно, это только видение. Вы можете писать свои предложения и свои теории в комментариях. А на этом все. Всем спасибо за просмотр.